Что общего между главным футбольным органом планеты и корейскими айдолами? На первый взгляд, абсолютно ничего. Но в июле 2026 года Международная федерация футбола FIFA умудрилась ввязаться в такой беспрецедентный репутационный шторм, что против нее единым фронтом ополчились не только разъяренные фанаты классического спорта и суровые ультрас, но и самая мощная дисциплинированная цифровая армия на Земле – ARMY, многомиллионный фандом южнокорейской группы BTS. Как первый в истории масштабный эксперимент с полноценными музыкальными шоу в перерывах матчей чемпионата мира на стадионах США, Канады и Мексики расколол мировое спортивное сообщество, почему триумфальное появление легендарных азиатских артистов вызвало шквал жесткой критики от футбольных пуристов по всему миру. И как в это глобальное столкновение цивилизаций умудрился с разбегу влететь звезда сериала «Универ» Андрей Гайдулян, спровоцировав громкий международный скандал и получив ответку такой сокрушительной силы, от которой его социальные сети буквально трещали по швам и превратились в цифровые руины. Сегодня мы максимально подробно, глубоко, без купюр и цензуры, разберем всю изнанку этого грандиозного конфликта, изучим колоссальные скрытые механизмы современной кей-поп-индустрии и наглядно покажем, почему в наше время стало смертельно опасно шутить над чужими кумирами, даже если ты популярный актер из телевизора, привыкший к безнаказанности. Чтобы детально разобраться в причинах этого тектонического сдвига, нам необходимо заглянуть за кулисы организации чемпионата мира 2026 года и понять логику боссов FIFA. Футбольные чиновники во главе с Джанни Инфантино уже давно одержимы идеей экспансии на американский рынок, и привлечение к экранам поколения года стал полигоном для радикальных реформ. Организаторы решили пойти ва-банк и полностью перенять формат Супербоула, превратив классический европейский футбол в глобальное американское развлекательное шоу. Впервые в истории в перерывах важнейших матчей Мундиаля, начиная со стадии плей-офф, обычные 15-минутные паузы заменили на грандиозные музыкальные шоу-программы с привлечением артистов первой величины. Но то, что казалось гениальным коммерческим планом на бумаге в офисах Цюриха, на практике обернулось мощнейшим социальным взрывом. Традиционные футбольные болельщики из Европы и Южной Америки приняли эти нововведения в штыки. Они справедливо отмечали, что затянувшиеся перерывы ломают всю динамику и внутреннюю драматургию игры, у футболистов банально остывают мышцы на поле, что резко увеличивает риск тяжелых травм, а сама игра номер один безжалостно приносится в жертву корпоративным доходам и превращается в бездушный рекламный балаган. Градус общественного недовольства рос с каждым днем, и главным триггером этого колоссального взрыва стало официальное объявление хедлайнеров финальной части турнира. Ими стали легендарная Мадонна, Джастин Бибер и культовая корейская группа BTS, выступавшая в рамках глобальной благотворительной программы FIFA Global Citizen. Для музыкальной индустрии и фандома ARMY это был исторический триумф планетарного масштаба, ведь их кумиры в очередной раз доказали свой статус главных поп-икон современности. Однако для консервативного футбольного мира это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения. Социальные сети заполонили гневные манифесты ультрас, требовавших немедленно убрать глянцевую поп-музыку со стадионов и вернуть им их любимую игру. И пока зарубежные спортивные паблики вели ожесточенные дискуссии о правилах Международной федерации и спортивной этики, в русскоязычном сегменте интернета полыхнул свой собственный, локальный, но невероятно громкий и разрушительный пожар. На сцену вышел российский актер Андрей Гайдулян, широкой публике прекрасно известный по роли Саши Сергеева в комедийных ситкомах «Универ» и «Саша Таня». Наблюдая у экрана своего телевизора за ходом напряженного футбольного матча и изнывая от вынужденного ожидания в затянувшемся перерыве, актер не сдержал нахлынувших эмоций. Он опубликовал в своих социальных сетях короткое видео с поющими на американском стадионе корейскими айдолами, сопроводив его крайне резкой, пренебрежительной и ироничной подписью. Гайдулян заявил, что пиндосы устроили какой-то тараканий цирк в перерыве чемпионата мира, и для пущей убедительности прямо на камеру показал экрану средний палец. Для самого Гайдуляна эта публикация, скорее всего, казалась безобидной секундной шуткой, мимолетным проявлением бытового консерватизма в привычном кругу друзей и подписчиков. Он явно рассчитывал на одобрительные лайки со стороны такой же консервативной футбольной аудитории. Однако актер совершил роковую, катастрофическую ошибку, которую современный интернет не прощает никому.
Он абсолютно недооценил интеллектуальный потенциал, уровень координации и карательную мощь современного кей-поп-комьюнити. Вопреки стереотипам обывателей, ARMY — это не просто экзальтированные девочки-подростки. Это гигантская, транснациональная, жестко структурированная цифровая организация. В ее рядах состоят люди совершенно разных возрастов, профессий и социальных статусов, включая профессиональных юристов, переводчиков, пиарщиков и аналитиков. У них существуют четко прописанные алгоритмы действий на случай проявления хейта или дискриминации в адрес их кумиров. Когда токсичный выпад Андрея Гайдуляна долетел до русскоязычного крыла фандома, маховик цифрового возмездия раскрутился буквально за считанные часы. Профиль актера во всех социальных сетях в один миг превратился в зону жестоких боевых действий, собрав под публикациями десятки тысяч гневных и аргументированных комментариев. Поклонники BTS действовали системно, хладнокровно и безжалостно. Они мгновенно поймали актера на использовании этнофализмов, открыто обвинив его в скрытой ксенофобии, расизме и токсичности. Всю его собственную многолетнюю актерскую карьеру буквально разнесли в щепки. Фанаты без устали припоминали Гайдуляну, что он сам застрял в одной и той же низкосортной роли Саши из «Универа» на долгие десятилетия, в то время как группа BTS собирает переполненные стадионы по всей планете, бьет рекорды Billboard и выступает на чемпионате мира совершенно бесплатно, переводя все гонорары на благотворительность в рамках миссии ООН. Осознав, что ситуация стремительно выходит из-под контроля и пахнет полной, необратимой репутационной отменой, Гайдулян попытался экстренно оправдаться и записал видеообращение. В нем он уверял взбешенную аудиторию, что ничего не имеет против самих корейских музыкантов, а его эмоциональная критика была направлена исключительно на коммерческий формат американского шоу, которое, по его мнению, напрочь убивает истинный дух футбола. Фанаты наотрез отказались принимать эти извинения, посчитав их глубоко неискренними и трусливыми. Более того, они вывели конфликт на международный уровень, призвав англоязычные и корейские фандомы ARMY подключиться к масштабной блокировке российского артиста. В сети начали массово появляться вирусные ролики, жестко высмеивающие внешность, актерские способности и рост самого Гайдуляна, а в адрес руководства телеканала ТНТ полетели официальные коллективные требования немедленно уволить актера с федерального эфира за дискредитирующее поведение и оскорбление миллионов зрителей. Вместо того, чтобы проявить дипломатическую гибкость и затихнуть, Андрей Гайдулян решил пойти на обострение конфликта. Он попытался иронизировать над нападающими и выложил в сеть популярный мем с изображением Спанч Боба в огромных железных ручниках, сопроводив его саркастичной подписью о том, что он очень хочет искренне извиниться перед BTS, но никак не успевает из-за плотного графика съемок. Это незрелое решение лишь подлило тонны масла в и без того полыхающий огонь, окончательно взбесив фандом. Ситуация окончательно вышла за рамки обычной интернет-перепалки, превратившись в то, что ведущие блогеры и медиа-аналитики уже окрестили третьей кей-попной войной в русскоязычном пространстве. Конфликт наглядно продемонстрировал удивительный феномен. Локальная телевизионная звезда попыталась сыграть на поле устаревшего олдскульного мачизма, но была моментально и безжалостно смята глобальной интернет-культурой нового поколения, которая не признает былых авторитетов. Вся эта абсурд американских продюсеров, корейских айдолов и актера из российских ситкомов на самом деле обнажает важнейшие, фундаментальные сдвиги в мировой культуре и медиапространстве. Старый мир, где безраздельно правили исключительно консервативные элиты, огромные бюджеты и государственные телевизионные корпорации, официально и безвозвратно уходит в прошлое. FIFA, пытаясь угнаться за новыми трендами, быстрыми деньгами и молодой аудиторией, совершила стратегический просчет. Она столкнула лбами две абсолютно разные, фанатичные и бескомпромиссные субкультуры – радикальных футбольных хулиганов и кей-поп-фанатов. В этом столкновении музыкальные чиновники обнаружили, что у новой поп-культуры есть очень острые зубы, способные защитить свои интересы. Попытка футбольных боссов использовать безупречный авторитет и чистый образ BTS, чтобы замаскировать свои внутренние проблемы, коррупционные расследования и жесткий прессинг со стороны европейских ассоциаций, сработала лишь наполовину. Да, они получили феноменальные рейтинги просмотров и красивую картинку на экранах, но взамен привлекли к изнанке спортивного бизнеса внимание миллионов осознанных молодых людей, которые раньше спортом не интересовались вообще.
А для Андрея Гайдуляна и многих его коллег по цеху этот инцидент стал суровым и наглядным уроком цифровой вежливости в реалиях 26 года. Эпоха, когда публичный человек мог безнаказанно с высоты своего телевизионного статуса транслировать дремучие стереотипы, высмеивать чужую национальную культуру, внешность или музыкальные вкусы ради дешевого хайпа, окончательно мертва. Сегодня за каждым большим артистом стоит не пассивная, безликая масса слушателей, а полноценное сплоченное цифровое государство со своими законами, внутренней солидарностью и высокотехнологичной армией защиты. Можно как угодно относиться к современной корейской музыке, можно аргументированно критиковать агрессивную коммерциализацию спорта и реформы в футболе, но не замечать, презирать или публично оскорблять эту силу значит проявлять крайнюю степень глупости и недальновидности. В конечном итоге грандиозный скандал вокруг чемпионата мира 2026 года доказал всему миру одну простую истину. В эпоху тотального интернета за каждое сказанное слово, за каждую глупую сторис или подписанный контракт рано или поздно придется держать прямую персональную ответственность перед миллионами разгневанных зрителей по всему земному шару. Поп-культура больше не обслуживает интересы политиков и спортивных функционеров, она сама диктует жесткие правила игры.